Вес один из немногих, на ком держится мир. Тех, кто дарит улыбку и всегда способен прийти на помощь, не рассчитывая на материальную выгоду. Правда, и такие люди не застрахованы от проблем. Даже за помощь способны угодить в огромные неприятности. Но и в этом случае обязательно избавят кого-то от страданий. Вес задумывался разработчиками как самый слабый персонаж в игре. Своего рода челлендж для профессионалов, которым ни к чему изощренность остальных. Зачем забивать голову бонусами для новичков, имеющим стальные яйца, а они ни к чему. Уже открыть Веса в одиночке – челлендж. Когда Тугезера не было, развлекались открыванием персов. Самым сложным считался Максвелл. Необходимо было пройти режим приключений, состоящий из 5 глав, что завершало сюжет. Главы – это усложненные миры с некоторыми особенностями, где необходимо собрать раскиданные части портала, чтобы пройти дальше. И вот Веса надо спасти в 3 главе. Он будет заперт в ловушке, окруженный статуями, при разрушении которых падает рассудок и спавнятся механизмы. Победив их, откроется заветный персонаж и восстановится рассудок. Вес же грохнется в обморок и исчезнет. В одиночке у него по 113 здоровья и голода, 150 рассудка, понижено на 25% наносимый урон и шарики, которые можно надувать в обмен на 5 рассудка, а лопая наносить урон в 5 единиц себе и окружающим. Вес – мим, следовательно, предупредить о проблеме не сможет. Ни тебе гончие идут, ни тебе жрать охота. Зато тяжелые будни скрасит рандомная пантонима, используемая им вместо привычного общения. А за привычным общением отправляйся в комментарии под видео. Так а что в ДСТ? Там он пережил целых 2 реворка. В первом порешали его конфликты с внутренним голосом. Чувство страха к жизни заменили принятием неизбежного. Нанесли свежий грим и многое другое. В целом сделали куда сильнее и могущественнее в его воображении. Позже разработчики осознали, что это слишком упростило игру. Убедились они в этом, конечно, посмотрев мое выживание за него. И произошел 2-й реворк, в котором Веса сделали хардкорней и интересней. Все характеристики опустили до критических 75 единиц. Теперь по ночам без света не ходи. Чарли убьет с первого удара. Кажется, перебор, но хватает игроков, у которых и так статы постоянно держатся ниже этой отметки. К чему засорять интерфейс лишними циферками? Да и с 1 хп можно вполне себе выживать. Поэтому в Веса чаще, чем в остальных, бьют молнии. Для гончих он более привлекателен. Быстрее замерзает, перегревается и дольше восстанавливается от сна. Есть и бонус. Инструменты в его руках прослужат на 25% дольше. Правда, орудует он ими ровно на 25% медленней. Теперь про главное. Шарики. В Тугезер можно их не только надувать, но и носить в руках. Разновидностей целая вкладка, доступная только Весу. В ней можешь создать запасную кучку шариков, необходимую на случай потери тех, что дают при старте игры. Понадобится 2 брюшка комара, выпадающего лутом с 50% шансом, и лед. Кучка нужна в инвентаре, чтобы было из чего надувать. Количество не ограничено, все завязано на рассудке, а его много не бывает. За каждый надутый шарик потеряешь 5 единиц. Итак, первый – это обычный, ничем не примечательный. Его можно надуть разной формы и цвета, переносить и взрывать, нанося по 5 урона по дистанции. В кучке же вызывает цепную реакцию, повышая наносимый урон. Следующий – скоростной. Настолько легкий, что персонаж передвигается с ним на 30% быстрее. По мере сдувания, правда, скорость замедляется, а если выпустить из рук, улетит прочь. Но самое главное – Вес может передать его другу. Праздничный шарик будет в радость любителям корпоративов. Когда лопается, оставляет конфетти, как на вечеринке. Рядом с ним восстанавливается чуток рассудка по дистанции в течение 10 секунд. Но не думаю, что 5 полученного урона от взрыва того стоит. Есть и надувной спасательный жилет. Будучи экипированным, не спасет от мобов. Просто взорвется от удара. Но зато не даст потерять здоровье после утопления в океане. Надувная шляпа не менее полезна. Надетая будет восстанавливать по единице рассудка в минуту. Защитит немного от дождя и уменьшит вероятность попадания молний.
Со всеми этими шариками Вест неплохо чувствует себя в команде. В бою и работе, конечно, такой себе помощник. Зато фармить топливо ужасов и веселить окружающих — это вот то, что у него отлично получается. Можешь делать забавные, пусть и неэффективные ловушки, или увеличивать эффективность клыкастых. Но повнимательнее с едой. Не переводи продовольствие. 75 сытости легко пополнить простыми продуктами. Питайся чаще и меньшими пропорциями. И не отбирай у друзей мясную похлебку, ведь половина ее питательности уйдет в никуда. Новичкам Вест не подойдет. Проклянешь игру и запросишь возврат. А вот если уже освоился, то обязательно попробуй за него поиграть. Будешь лавировать на грани жизни и смерти. Это не даст тебе заскучать. Не в одиночку, конечно. С друзьями в разы интереснее. Найти их можешь у нас в Discord.